Здравствуйте. Опять рассматриваем партию зонального турнира, который проходил в Гнезном в 2005 году. Марк Подольский играл с Роном Хелсденсом. Ну вот один из решающих таких фрагментов партии. Здесь Марк отдал 22/18 и 34/29. Вот осуществил такую интересную жертву. И вот впоследствии выиграл. Давайте смотреть полностью эту партию. Ну вот Рон Хелсденс там ошибся в конце, еще посмотрим, как он мог сделать ничью. Ну вот спокойно так играли достаточно в начале. 20-24, ничего не предвещало осложнений каких-то. Ну вот играют, есть такие варианты. Достаточно вроде бы просто все, но вот видите, партия получилась результативной. На 21. 37. Все достаточно просто. То есть 34-30 фиксирует вот эту группировку. Ну и впоследствии возможно либо классика, либо смотреть надо от позиции, то есть другие варианты, но уже вот есть какие-то варианты и связывают вот эту группировку. То есть ход такой часто встречающийся, я бы сказал. 14-20. Достаточно такой интересный ход, конечно. Но он достаточно аналогичный. То есть на нападение можно было и 9-14 пойти. То есть варианты тут различные есть, конечно. 33-28 Марк пошел. И вот тут 20-25. Он пошел Хелсденс. 20-25. И 28-22. То есть создает вот плохие здесь шашки, плохую шашку, точнее сказать, на 20. Здесь, чуть-чуть вот он держит вот эти 16-е, 26-ю шашку. Почему чуть-чуть? Потому что все-таки вот если рассматривать позиционную игру именно, то шашка все-таки 36-я как-то мешает белым, но то есть надо как-то будет, возможно, что либо ее устранять, либо действительно она будет участвовать в каких-то вот комбинациях, то есть там на 11-17, вот, на 21 и так далее. То есть приблизительно вот такие вот варианты. 40-34, 9-13, 8, извиняюсь. Ну вот такая вот позиция подвязывает тут. «44» и 17-21. Ну вот здесь вот уже какие-то варианты, конечно, появились у белых, то есть 39, 43, 38 и так далее. То есть игра завязалась, вот получается вот этот фланг не так хорошо у белых, у черных, я извиняюсь, покуда выглядит, то есть их не длинный фланг. Белые на нем будут атаковать, 17-21, ну и вот здесь, естественно, 27-22 и 37-31. То есть проблема здесь, конечно, вырисовывается очень, то есть такая неприятная для черных, то есть будут белые атаковать вот эту шашку, поэтому надо что-то делать, и вот он решает таким образом решить этот вопрос, то есть здесь на 34-29, покуда 21-27 будет, ну я думаю, что здесь сильно сложностей у черных нету, то есть отбиться, хотя здесь, конечно, вот это идет шашка, тоже будет игра достаточно интересная, вот это идет шашка сюда белая, но вот сразу, кстати, если сразу ходить, то есть такой вариант, сюда и сюда, то есть сразу не пойдешь, надо смотреть, куда ходить, но здесь ничейная позиция была бы, то есть, наверное, какой-то ход, я не знаю, как здесь, давайте посмотрим, как здесь надо ходить. 43 не надо ходить. То есть, наверное, 30-25 и опять с этими же идеями, то есть прорываться. Так, пошли так. На 22 дали, это вот я что показывал. Такой вот наиболее интересный план, я считаю, в партии осуществил сейчас Марк Подольский. 4-29. Здесь, если 4-10 вот таким образом ходить, то я думаю, будет вот этот вот план, и потом 43-39, ну, естественно, вот с этим прорывом. То есть вот такой план есть. 22.
Но здесь облегчил, я думаю, что все-таки облегчил здесь Рон Хилзенс чуть-чуть, хотя, как я уже говорил, позиция не прыгает, но облегчил просто игру Марку Подольскому. Наверное, все-таки 22 может и не надо, где-то 1.7, наверное, вот это тот вариант логичней. Ну вот я, честно говоря, не уверен, что он будет вести, то есть к нужным последствиям. Допустим, сюда. Давайте посмотрим. 3, допустим, сюда. Ну, надо позицию, конечно, смотреть здесь. С одной стороны, должны прорываться, конечно. То есть, с одной стороны, да, должны прорываться черные, но, конечно, да, такую, конечно, позицию, вот, если с точки зрения человеческой логики сложно играть, конечно, понятно. Поэтому Рон Хилзен все-таки избрал вот это 22-28. То есть, да, такую, если вот позицию, как я показывал в конце, получить, конечно, если вот даже рассчитывать эту позицию, то, ну, наверное, я бы не играл, естественно. Если бы уже там все совсем плохо было, то тогда бы, может, как-то просчитывал, что-то смотрел в этой позиции. Но вот чисто так вот я бы сразу откинул ее для игры, допустим. 22-28. Ну вот, позиция, то есть стремляются шашки. Кажется, должно сразу быть выиграно где-то все-таки у Марка Подольского. Но вот по ходу партии ничего не получается здесь. То есть на нападение здесь, если сразу нападать, то есть такой вот вариант интересный достаточно. На 49 и потом будем нападать на эту шашку. То есть, допустим, сюда куда-то и потом будем, то есть, ну вот, допустим, я сюда буду ходить. Вот есть вот эти вот варианты. То есть такие вот идеи надо именно смотреть с приклейками и с последующим вот этим нападением. То есть что-то похожее будет в конце партии. 27 на 32. Ну вот таким образом получилась позиция на 41, 2 и вот позиция, наверное, одна из ключевых вот позиций в партии, где он мог сразу сделать ничью, то есть на 32. Если на 39, то простая вот эта вот ничья достаточно. И следующим ходом меняем. Если 44-39, то получается на 14, то есть я хочу напасть здесь пару раз. 13-8, ну давайте я покажу. Ну практически от этой идеи ничего тут не спасает. 13-8. Иначе повторное есть, то есть здесь, если на 44, то будет повторное вот это вот нападение, то есть повторение ходов. Ну, вот это первая ничья. И второй момент, вот 21-27, он пошел 10-15, но возможно, что где-то еще что-то было. Но вот я показываю по ходу вот эти варианты. Если на 22, то 15 и опять нападаем вот с этой стороны. Это вот основные идеи. То есть, ну, вы можете посмотреть, Эндшпиль интересно, вот с точки зрения нападений. И он такой полезный, практичный Эндшпиль. То есть, где-то все равно, вот, когда вот эти эндшпиля играют, то есть надо все равно либо выигрывать шашку здесь, вот нападать на такую какую-то висячую шашку, вот, которая является сейчас 43, либо вот здесь вот менять где-то. Вот именно вот это вот характеризует эти эндшпиля, эти моменты. Ну вот в партии было так, хотя может где-то здесь я что она может что-то даже здесь где-то еще и упустил какую-то ничью. Ну вот интересная жертва, я считаю, и Эндшпиль достаточно полезная в исполнении Марка Подольского и Рона Хилзенса. Это зональный турнир перед чемпионатом мира 2005 года. До новых встреч!